Она меньше булавочной головки. Она не кусает, не рычит, не ядовита. У нее нет зубов, когтей, яда, она не охотится. Иногда даже не ходит, просто сидит на одном месте и сосет. И при этом она – один из самых успешных захватчиков в истории жизни на этой планете. Тля существует 280 миллионов лет. Для сравнения, динозавры появились примерно 230 миллионов лет назад. Тля была уже тогда. Она пережила 5 массовых вымираний. Она пережила метеорит, который уничтожил все крупное на планете. Она пережила ледниковые периоды и сдвиги континентов. И сегодня утром она сидела на вашей розе. 1 миллиметр, иногда 2. Это весь ее размер. Но именно этот 1 миллиметр кормит целые армии муравьев как домашний скот, разрушает урожаи на десятки миллиардов долларов каждый год, химически перепрограммирует растения под свои нужды и размножается способом, который нарушает базовую логику биологии. Она рождается беременной. Прямо из тела матери выходит дочь. Внутри этой дочери уже растет внучка. 3 поколения одновременно в одном теле. Это не фигура речи, это буквально то, как устроена ее репродуктивная система. Меня, честно говоря, это поразило больше всего. Я перепроверял по нескольким источникам, думал, ошибка перевода. Нет, так и есть. Это называется телескопические поколения, и тля – один из очень немногих организмов на Земле, у которых это работает. Сегодня мы говорим о тле, о существе, которое вы видели 1000 раз и не видели ни разу по-настоящему. О том, как работает эта крошечная машина выживания. Почему у нее есть армии, фермы, химическое оружие и собственная дипломатия с муравьями. И почему после этого ролика вы никогда больше не пройдете мимо листа с зеленой колонией с безразличием. И первое, что надо понять, что такое тля на самом деле, и как 280 миллионов лет эволюции уместились в 1 миллиметре. На планете существует около 5500 видов тли. Зеленая, черная, красная, белая, серая. На розах, на капусте, на злаках, на соснах, на корнях под землей. Почти на каждом растении свой вид. Некоторые тли живут только на одном конкретном виде растения, ни на каком другом. Специализация абсолютная. Тело мягкое, грушевидное. 6 ног. 2 трубочки на задней части тела – сифункулы. Через них тля при угрозе выделяет тревожные феромоны. Соседние особи мгновенно реагируют. 2 длинных усика. И главное – хоботок. Тонкий, жесткий, острый. Именно им тля делает все. Это не просто укол, это хирургия. Хоботок тли, стилет, состоит из 4 игл, сложенных вместе. Когда тля садится на лист, она не протыкает его грубо. Она аккуратно раздвигает клетки, движется между ними, не повреждая ни одну, пока не доберется до флоэмы. Флоэма – это сосудистая система растения, по которой идут сахара. Именно туда, где самое питательное. Весь путь занимает от нескольких минут до нескольких часов, в зависимости от вида и растения. Растение при этом почти не замечает вторжения. Тля движется между клетками, не разрывая их. Никакого сигнала тревоги, никакого иммунного ответа. Она нашла способ обедать в чужом доме так, чтобы хозяин не знал. Когда стилет достигает флоэмы, тля даже не качает. Давление в флоэме само выталкивает сок прямо ей в желудок. Она просто держит трубочку. Растение само себя кормит. Вот тут я, честно говоря, остановился. Это не паразит, который грубо жрет. Это инженер, который нашел точку подключения и встал на постоянное питание. Без усилий со своей стороны. Размер стилета около 1 миллиметра. Точность его работы сопоставима с хирургическим инструментом. Не случайно биоинженеры сегодня изучают стилет тли при разработке медицинских игл нового поколения. Игл, которые движутся между клетками, не повреждая их. Тля решила эту задачу 280 миллионов лет назад. Но хоботок – это только начало.
Потому что то, что тля делает с растением дальше, выходит далеко за пределы простого питания. То, что происходит дальше, правильнее всего назвать не паразитизмом, это управление. Вместе со стилетом тля вводит в ткани растения слюну. Не просто смазку, не просто нейтральную жидкость. Слюна тли содержит целый коктейль биологически активных веществ. Каждая из них работает на одну цель – изменить растение под нужды тли. Первое, что делает слюна – подавляет иммунный ответ. Растение умеет защищаться от вредителей, производит токсины, смолы, укрепляет клеточные стенки. Тля блокирует эти механизмы. Растение получает сигнал о вторжении и не реагирует. Сигнал есть, реакции нет. Это не случайность. Это точечное химическое вмешательство в иммунную систему хозяина. Второе. Некоторые виды тли меняют метаболизм растения, заставляют его производить больше аминокислот, именно тех, которые нужны тле для питания. Растение буквально перестраивает свою биохимию, чтобы кормить захватчика лучше. Как если бы вы пришли в гости и незаметно перепрограммировали холодильник хозяина готовить только то, что любите вы. Третье. Галлы. Это уже совсем другой уровень. Некоторые виды тли вводят в ткань растения вещества, которые заставляют его строить. Буквально строить. Растение начинает разрастаться вокруг тли, формируя закрытую камеру – галл. Внутри микроклимат, защита от хищников, нужная влажность. Идеальное укрытие. Тля не строила его сама. Она отдала команду, и растение построило все самостоятельно. Есть виды, у которых галл размером с грецкий орех, внутри целая колония. Но самое опасное – это то, что тля переносит внутри себя. Тля – один из главных переносчиков вирусов растений. Вирусы едут на ее стилете, попадают во флоэму и расходятся по всему растению. Известно более 200 вирусов растений, которые распространяются именно через тлю. Мозаика листьев, карликовость, деформация плодов – за большинством этих болезней стоит тля. Причем для переноса вируса достаточно нескольких секунд контакта стилета с тканью. Тля не обязана долго питаться. Один укол – и вирус внутри. Знали ли вы об этом до этого ролика? Напишите в комментариях, мне правда интересно. И это подводит нас к вопросу масштаба. Потому что один экземпляр тли – это уже машина управления. А что происходит, когда их становится миллиард? Весной из перезимовавшего яйца вылупляется самка. Одна, без самца. Самец здесь не участвует вообще. Все лето тля размножается без него. Самка немедленно начинает рожать. Живых детенышей, не яйца. И каждый детеныш уже несет в себе следующее поколение. Именно это и называется телескопические поколения. Внутри матери развивается дочь. Внутри этой дочери, еще до ее рождения, уже начала формироваться внучка. 3 поколения существуют одновременно в одном теле. Это не метафора и не преувеличение. Это анатомический факт, подтвержденный микроскопией. Эмбрион содержит эмбрион. Это называется педогенез – размножение до достижения взрослой стадии. У тли он достиг предельной формы. Одна самка рожает от 50 до 100 детенышей за жизнь. Каждый из них начинает рожать через от 7 до 10 дней. При благоприятных условиях смена поколений происходит раз в 1-2 недели. Посчитайте сами. Уже на 3-й неделе одна особь превращается в сотни, на 5-й – в тысячи. К концу лета от одной единственной весенней самки теоретически может произойти до 600 миллиардов потомков. 600 миллиардов от одной особи за один сезон. Для сравнения, людей на планете около 8 миллиардов. Одна тля за одно лето теоретически производит потомство в 75 раз превышающее население Земли. Понятно, что в реальности естественные враги, болезни и нехватка ресурсов обрезают эту экспоненту задолго до таких цифр. Но сам механизм работает именно так. Биологический потенциал реальный.
Когда колония становится слишком плотной или кормовое растение истощается, рождаются крылатые самки. Не у всех, только у части потомства, по сигналу перенаселенности. Они разлетаются, находят новые растения, основывают новые колонии. Одна колония порождает несколько, те еще несколько. Экспансия не останавливается. Ближе к осени стратегия меняется. Впервые за все лето появляются самцы. Происходит половое размножение. Самки откладывают оплодотворенные яйца, которые зимуют в коре, под листьями, в почве. Яйца выдерживают морозы до -40. Весной снова вылупляется одна самка. И все начинается сначала. Одна тля — это не особь. Это точка запуска. Пока тля сидит на листе и сосет флоэму, в ее кишечнике происходит следующее. Сока поступает слишком много. Сахаров больше, чем она может переработать. Лишнее она выделяет через заднюю часть тела в виде сладкой липкой капли. Это пать или медовая роса. Для растения пать проблема. Она покрывает листья, блокирует фотосинтез, создает среду для грибков. Для муравьев это еда. Богатая углеводами, доступная, предсказуемая. И муравьи это поняли. Очень давно. Тля и муравьи существуют в симбиозе, которому, по данным палеонтологии, не менее 40 миллионов лет. 40 миллионов лет взаимовыгодных отношений. Для сравнения, человек занялся скотоводством около 10 тысяч лет назад. Муравьи опередили нас в 4000 раз. Схема работает так. Муравей подходит к тле и поглаживает ее усиками. Это сигнал. Тля в ответ выделяет каплю пади. Муравей выпивает ее и переходит к следующей. Это не случайный контакт. Это отлаженный ритуал, который происходит миллионы раз в день в каждом муравейнике, у которого есть стадо. У крупных колоний таких пастбищ бывает несколько, на разных растениях, соединенных постоянными феромонными дорожками. Взамен муравьи охраняют тлю. Если к колонии приближается божья коровка или личинка златоглазки, муравьи атакуют. Агрессивно, скоординированно. Хищник в большинстве случаев отступает. Некоторые виды муравьев идут дальше. Они переносят тлю на более сочные побеги, когда старые истощаются. Осенью забирает яйца тли в подземные камеры гнезда, где те зимуют в тепле. Весной выносят обратно на растение. Это не симбиоз, это животноводство. И у некоторых видов муравьев есть еще одна практика, которая ставит все на свое место. Если тля вдруг отращивает крылья, собирается улетать, муравьи откусывают их. Скот не должен уходить. Но у тли в этих отношениях есть и свои инструменты влияния. И это делает историю гораздо сложнее, чем просто пастух из стада. Тля не просто пассивный участник в отношениях с муравьями. Она активно управляет ими. Слюна некоторых видов тли содержит вещества, которые воздействуют на поведение муравьев, делая их более лояльными к конкретной колонии. По сути, химическое подчинение союзника. Тля выделяет феромоны, которые муравьи интерпретируют как сигнал «здесь ресурс, охраняй». Не муравей принял решение охранять. Тля его к этому привела. Некоторые виды тли без муравьев выживают значительно хуже. Зависимость стала взаимной. И это уже не скотоводство, а полноценный союз двух видов, складывавшийся 40 миллионов лет. Но за пределами союза с муравьями у тли есть и собственные средства защиты. Первое – феромоны тревоги. При нападении хищника тля через сифункулы выбрасывает облако химического сигнала. Соседние особи реагируют немедленно. Одни замирают, другие падают с листа, третьи начинают движение. Тот же сигнал привлекает муравьев-охранников. Второе – восковые нити. У многих видов сифункулы выделяют липкие волокна. Если хищник схватил тлю, нити обматывают его ротовой аппарат и ноги, затрудняя движение. Хищник вынужден отвлечься на чистку. Тля уходит. Третье – солдаты. И это совсем неожиданно. У некоторых видов тли существуют особые особи-солдаты.
Они появляются только внутри галла, никогда его не покидают и никогда не размножаются. Их единственная функция – защита колонии. Утолщенные передние ноги с острыми шипами. При вторжении хищника они атакуют, вцепляются и не отпускают, нередко ценой собственной жизни. Альтруизм у насекомых – редкость. Он встречается у пчел, муравьев, термитов, видов с развитой социальной структурой. Тля к ним традиционно не причислялась. Но солдаты существуют. Их открытие серьезно изменило представление о границах социального поведения у насекомых. Меня, честно говоря, вот этот момент зацепил в этой теме сильнее всего. 1 миллиметр. Никакого мозга в нашем понимании. И особь, которая никогда не оставит потомства, но умрет, защищая тех, кто оставит. Это эволюция, записанная в тело. А раз тля настолько сложна, возникает вопрос, что она значит для всей экосистемы? Тлю принято считать вредителем. С точки зрения агронома это правда. С точки зрения экосистемы – неполная картина. Тля – один из ключевых источников питания для огромного числа видов. Божья коровка, личинка златоглазки, журчалки, пауки, уховертки, мелкие хищные клопы. Все это – хищники, чей рацион в значительной мере построен на тле. Одна взрослая божья коровка съедает до 50 тлей в день. Ее личинка – до 400 за весь цикл развития. Уберите тлю, и популяция этих видов рухнут. Птицы – отдельная история. Многие виды синиц, воробьев, пеночек собирают тлю для выкармливания птенцов. Тля мягкая, маленькая, богатая белком, идеальный первый корм. В период гнездования одна пара синиц приносит птенцам 1000 насекомых в день, и тля составляет значительную часть этого потока. Без тли меньше птенцов, меньше птиц, меньше тех, кто контролирует других вредных насекомых. В регионах, где численность тли упала из-за массового применения пестицидов, зафиксировано параллельное сокращение популяций насекомоядных птиц. Связь прямая. Паразитоидные осы – отдельный мир. Это крошечные осы от 1 до нескольких миллиметров, которые откладывают яйцо прямо внутрь живой тли. Личинка появляется внутри и начинает питаться, не затрагивая жизненно важные органы сразу. Тля живет. Личинка растет. В какой-то момент она окукливается прямо внутри тела хозяина, превращая его в жесткую золотистую оболочку – мумию. Затем прогрызает выходное отверстие и вылетает. Если вы когда-нибудь видели на листе раздутых золотистых неподвижных тлей, это они – мумии. Внутри каждой – куколка осы. Таких ос используют в биологической защите растений вместо пестицидов, выпускают в теплицы целенаправленно. Пать тли тоже не пропадает. Она покрывает поверхности и становится питательной средой для сапрофитных грибков, которые служат пищей для других организмов. Тля встроена в пищевую сеть не в одной точке, сразу в нескольких. Тля – это узел. Она соединяет растительный мир с миром хищных насекомых, птиц, грибков и паразитов. Убрать ее значит потянуть за нитку, которая держит половину полотна. Но когда тли становится слишком много, для человека это уже не абстрактная экология, это деньги, огромные деньги. Ущерб от тли в мировом сельском хозяйстве оценивается в десятки миллиардов долларов ежегодно. Это не абстрактная цифра. Это потери урожая пшеницы, кукурузы, хлопка, сои, картофеля. Это деньги фермеров, цена продуктов в магазине, государственные субсидии на пестициды. Тля бьет дважды. Первый удар прямой. Высасывает сок, ослабляет растения, замедляет рост, снижает урожай. Второй удар через вирусы, которые она переносит. Одна зараженная тля за один день посещает десятки растений. Вирус расходится по полю быстрее, чем любое химическое средство успевает сработать. В 1860-х годах из Северной Америки в Европу случайно завезли крошечное существо – виноградную филоксеру. Это ближайший родственник тли из того же отряда.
Она питается корнями виноградной лозы, подтачивает их изнутри. Лоза желтеет, слабеет и погибает. Незаметно. Медленно, неостановимо. За следующие 20 лет филоксера уничтожила около 2/3 виноградников Франции. Только в этой стране погибло более 1 миллиона гектаров лозы. Следом пострадали Испания, Италия, Германия, Португалия. Целые регионы с многовековой традицией виноделия были стерты. Тысячи семей разорены. Деревни опустели. Экономические потери сопоставимы с последствиями войны. Меня, честно говоря, вот этот масштаб остановил. Не армия, не эпидемия в привычном смысле. Насекомое, меньше миллиметра, уничтожившее экономику целого континента. Решение нашли случайно. Американские сорта винограда эволюционировали рядом с филоксерой и выработали устойчивость к ней. Европейскую лозу начали прививать на американские корни. Это спасло виноградарство. Но по сей день почти все европейские вина растут на американских подвоях. Каждый бокал французского вина – маленькое напоминание о том, что один вид тли навсегда изменил историю виноделия. И это подводит нас к вопросу, который многие не задают. Как человек научился бороться с тлей и насколько успешно? Человек воюет с тлей давно, и эта война – поучительная история о том, кто умнее в долгосрочной перспективе. Первый инструмент, к которому обращается агроном при вспышке тли – инсектициды. Они работают быстро, эффективно, предсказуемо. Ни одна колония не может противостоять современному препарату в момент применения. Он уничтожает ее почти полностью. Проблема не в первом применении. Проблема в следующем сезоне. За одно лето тля проходит 10-15 поколений. Каждое поколение – потенциальная адаптация. Если в популяции случайно появляется особь с мутацией, дающей устойчивость к конкретному препарату, она выживает. Ее потомки тоже. Через несколько месяцев большинство колоний уже устойчиво к этому химикату. Задокументированы случаи, когда полноценная резистентность формировалась за один сезон, с весны до осени. Это называется приобретенная резистентность. Сегодня задокументированы сотни подтвержденных случаев устойчивости разных видов тли к разным классам инсектицидов. Тля адаптируется быстрее, чем большинство других сельскохозяйственных вредителей. Фермеры вынуждены менять препараты, потом менять снова, потом снова. Это пестицидная карусель. Промышленность ее не останавливает, потому что это деньги. А тля продолжает адаптироваться к каждому следующему препарату тоже. Некоторые популяции выработали не только химическую, но и поведенческую устойчивость. Они чувствуют запах пестицида заранее и уходят. Зарываются в скрученные листья, прячутся на нижней стороне пластины, перебираются на необработанные побеги. Это не инстинкт в простом смысле. Это реакция на химический сигнал, которая распространяется по колонии и фактически организует ее эвакуацию. Биологические методы надежнее в долгосрочной перспективе. Паразитоидные осы, хищные клопы, целенаправленный выпуск популяции златоглазок – все это работает. В некоторых странах биологическая защита полностью вытесняет химическую в теплицах. Но в открытом грунте она медленная. Пока регулятор набирает силу, тля уже нанесла ущерб. Изменилось ли ваше отношение к тле после того, что вы уже узнали? Напишите в комментариях, мне правда интересно. А мы идем дальше. Внутрь тли, буквально. Потому что внутри этого существа живет кое-кто еще. Внутри каждой тли, в специальных клетках-бактериоцитах, живут бактерии. Не в кишечнике, не снаружи, прямо внутри клеток. Их называют бухнера афидикола. Это не болезнь, это партнерство. Древнейшее, которое только можно представить. Флоэма, которой питается тля, богата сахарами, но бедна незаменимыми аминокислотами. Аминокислоты – строительный материал для белков, без которых невозможна жизнь. Тля не может синтезировать их сама, но бухнера может.
Бактерии производят именно те аминокислоты, которых не хватает в соке растений. Тля ест, бухнера перерабатывает, тля получает полноценное питание. За примерно 150 миллионов лет совместной жизни бактерия потеряла большинство своих генов. У типичной бактерии около 4000 генов, у Бухнера около 650. Она отдала эволюции все лишнее. Оставила только то, что производит аминокислоты и поддерживает собственное воспроизводство. Это называется облигатный эндосимбионт. Два организма настолько зависимые друг от друга, что перестали быть отдельными в биологическом смысле. Бухнера – один из примеров того, как симбиоз может зайти так далеко, что становится неотличим от слияния. Митохондрии, органеллы, производящие энергию в каждой вашей клетке, когда-то тоже были самостоятельными бактериями. Именно так, через эндосимбиоз. Бухнера, возможно, находится на полпути к тому же. Она уже не совсем бактерия, еще не органелла, что-то посередине. Меня, честно говоря, этот момент зацепил отдельно. Тля и так ломает привычные категории. А тут выясняется, что она еще и не вполне одно существо. Она — коалиция. Когда тля размножается, бучнера передается потомству напрямую через яйцеклетку. Из поколения в поколение 150 миллионов лет подряд. И помимо бучнера, в тле живут вторичные симбионты, другие бактерии со своими функциями. Одни защищают от паразитоидных ос, другие помогают выдерживать жару, третьи расширяют круг доступных растений. Тля — не одно существо. Это экосистема в 1 миллиметре. И вся эта система складывалась не за годы, за сотни миллионов лет. А значит, самое время поговорить о том, как тля вообще появилась на этой планете. 280 миллионов лет назад на планете еще не было ни одного цветка, только споровые растения, папоротники, хвощи, древовидные плауны. И уже тогда на их стеблях появилось существо с тонким хоботком, умеющее прокалывать ткань и добывать сок. Первые тли питались не флоэмой в современном смысле. Они сосали соки из более примитивных сосудистых систем. Но сам принцип уже был отработан. Тонкий стилет, движение между клетками, жизнь за счет чужих ресурсов. Параллельно, судя по молекулярным часам, шла коэволюция с Бухнера. Анализ скорости мутации в ДНК обоих партнеров показывает, их союз начался от 150 до 200 миллионов лет назад. Это значит, что к моменту появления первых динозавров тля уже носила бактерию-кормильца внутри своих клеток. Когда около 130 миллионов лет назад начали распространяться цветковые растения, тля эволюционировала вместе с ними. Новый вид растения появлялся специализированный вид тли. Так, шаг за шагом, сложилась та картина, которую мы видим сегодня. 5500 видов, каждый со своим хозяином. Доказательства этой истории лежат в янтаре. В бирманском янтаре возрастом около 100 миллионов лет найдены тли, почти неотличимые от современных. Те же сифункулы, тот же грушевидный силуэт, та же анатомия хоботка. За 100 миллионов лет минимальные изменения. Это эволюционный консерватизм. Когда план тела настолько хорошо работает, что отбор не предлагает ничего лучшего. В Балтийском янтаре возрастом около 45 миллионов лет найдено еще интереснее. Тля рядом с муравьем. В той же позиции, в которой мы видим их сегодня. Их задокументированному союзу не менее 45 миллионов лет. Меня, честно говоря, вот этот факт остановил отдельно. Смотришь на кусок смолы возрастом 100 миллионов лет и видишь тлю, которая выглядит в точности как та, что сидит сегодня на вашей розе. Время как будто не двигалось. Тля пережила 5 массовых вымираний. После каждого быстро восстанавливалась. Клональное размножение позволяет отстроить популяцию с нуля из одной выжившей особи за несколько недель. Пока другие виды восстанавливались тысячелетиями, тля справлялась за сезон. Не потому что сильная, потому что быстрая, гибкая и с планом, который не нужно менять. И именно этот план сегодня изучает современная наука,
с совершенно новым интересом. Тля – неожиданно ценный объект для науки. И не только как вредитель, которого нужно победить, как источник идей. Первое открытие касается феромонов. В 1970-х годах ученые идентифицировали главный тревожный феромон тли – вещество под названием Е-бета-фарнезен. Именно его тля выбрасывает через сифункулы при нападении хищника. Соседние особи реагируют немедленно, разбегаются, падают, замирают. Ученые пошли дальше. Что, если синтезировать это вещество и распылять на полях? Оказалось, работает. Е-бета-фарнезен делает две вещи одновременно. Тля его чувствует и уходит с обработанного участка, а ее хищники – осы, клопы, златоглазки – наоборот, слетаются к источнику запаха. Феромон-ловушка, которая одновременно гонит вредителя и привлекает его врагов. Без химии, без токсинов, без резистентности. Это одно из самых перспективных направлений биологической защиты растений сегодня. Второе – эпигенетика. Все тли в одной клональной колонии имеют идентичный геном. Но одни рождаются крылатыми, другие нет. Одни становятся солдатами, другие – репродуктивными самками. Один и тот же ДНК – принципиально разные организмы. Это чистая эпигенетика – включение и выключение генов под воздействием внешних сигналов без изменения последовательности ДНК. Тля стала одной из ключевых моделей для изучения этих механизмов. Третье – медицина. Стилет тли исследуют медицинские инженеры. 4 скользящие иглы, движущиеся между клетками без их разрыва, практически без боли и кровотечения. Прототипы игл для безболезненных инъекций и диагностических зондов, созданные по образцу стилета тли, уже существуют. Тля – непреднамеренный инженер медицины. Четвертое – климат. Глобальное потепление меняет ареал тли. Она появляется там, где ее никогда не было. Зимы теплее. Яйца выживают там, где раньше погибали. Весна раньше, тля начинает размножаться быстрее. Ученые фиксируют. Первое появление тли на полях смещается примерно на 2 недели раньше по сравнению с серединой прошлого века. Больше поколений, больше вирусов, больше потерь. Тля – один из точнейших живых индикаторов климатических изменений. Существо, которое мы привыкли не замечать, оказывается измерительным прибором. И это возвращает нас туда, откуда мы начали, к 1 миллиметру, который вмещает гораздо больше, чем кажется. Итак, 1 миллиметр. Без зубов, без когтей, без яда, без скорости, без голоса. Она даже не умеет убегать по-настоящему, просто падает с листа и надеется. И при этом 280 миллионов лет на планете, 5 массовых вымираний за спиной, 5500 видов. Союз с муравьями, которому 40 миллионов лет. Бактерия внутри клеток, которую она носит 150 миллионов лет подряд. Солдаты, которые никогда не оставят потомства. Феромоны, управляющие и муравьями, и растениями одновременно. Хоботок, который воспроизводят медицинские инженеры. История, которая уничтожила виноградники 2/3 Европы. Существо, которое рождается беременной, клонирует себя, переживает все, в теле размером с булавочную головку. Я думаю об этом так. Мы привыкли считать незначительными тех, кто маленький и тихий, кто не рычит, не бросается в глаза, не попадает в документальные фильмы. Тля – живое доказательство того, как плохо работает этот критерий. Знаете, что поразило меня больше всего? Уже после того, как я разобрал все это. Не какой-то конкретный факт, а то, что она была рядом всегда. На каждом кусте, на каждом дереве, на каждом огородном листе. Мы наступали на нее, не замечая. Мы обливали ее химией, думая, что побеждаем. Она адаптировалась за 1 сезон и шла дальше. Тихо, без претензий. 280 миллионов лет. Тихо и без претензий. Есть ли у вас свое незаметное существо, которое вас когда-нибудь удивило?
Напишите в комментариях. В следующий раз, когда вы увидите листик с маленькими зелеными или черными точками на стебле розы, остановитесь на секунду. Там 280 миллионов лет эволюции. Там беременная дочь, внутри которой растет внучка. Там солдат, который умрет, не оставив потомства. Там бактерия в клетке, давно переставшая быть просто бактерией. Там экосистема в 1 миллиметре. Подписывайтесь на живую природу. Ставьте лайк, если это видео было для вас. И до следующего выпуска.